盟，那倒是阵风星辰贵神。若不趁早下手，越往后机会就越渺茫。终结你刀河王的是我，你最好能活到最后。第6方案，燃烧灭杀此人，哪怕是蜂王。В Звездной башне даже те, кто достиг вершины Короля Бессмертных, не считались экспертами высшего уровня. В конце концов, здесь было 9 непобедимых королей. Однако крошечный король утреннего хаоса был невероятно высокомерен, считая себя принадлежащим к механическому клану. Более того, у механического клана было 2 могущественных короля, одним из которых был король жизнепадения. Даже находясь лишь на вершине бессмертных, он был невероятно высокомерен. Это превью и анализ 194 серии аниме «Пожиратель звезд», посвященной подземелью Звездной башни. Башня запечатывания звезд официально открыта. Ло Фэн и король Небесного массива или формации встречаются и заключают временный союз. Однако это не просто присутствие людей. Здесь собралось множество могущественных личностей. Заполучить башню запечатывания звезд будет очень важно. В бескрайней вселенной могущественные существа появляются бесконечно. Но даже божественные артефакты придирчивы к своим хозяевам. Ло Фэн считал себя достаточно могущественным, обладал идеальным состоянием души и техниками совершенствования. Но Звездная башня все равно отвергла его. Возникает вопрос, насколько высоки требования к так называемому высокоуровневому божественному артефакту. Однако у Звездной башни, похоже, есть своя логика. Она не поддалась влиянию прошлого Ло Фэна, а вместо этого наблюдала холодным взглядом, словно ожидая идеального ответа. Эта башня, выкованная самим Цзо Шиньке, благословение для Ло Фэна или недостижимая лестница в небеса. В Звездной башне находилось множество запечатанных звезд, но доступ к ним ограничивался входом в запретное царство. Хотя запечатанные звезды можно было увидеть даже без силы вселенной, они были защищены невидимым барьером, делающим их недоступными. Однако появление Ло Фэна положило начало официальному открытию запечатанных звезд, и даже король тяжелых стрел почувствовал, что звезда принадлежит Ло Фэну. Но как только появится сокровище, начнутся конфликты и сражения. Могущественные существа каждой расы следят за этой областью, поэтому, почувствовав приближение запечатывающей звезды, они немедленно прибудут сюда. Хотя все сотни миллионов рас не смогут собраться вместе. Даже если придет 1 из 10 миллионов, это уже непросто. Но самое главное, 4 высших клана отправили своих экспертов, таких как Нанчень, Зерги, король жизнепадения, механики, и 7 королей мечей, люди. Однако другие обычные короли тоже не хотели упускать эту возможность, и битва за сокровища официально началась. 4 высших клана понесли тяжелые потери, многие бессмертные короли пали. В Звездной башне даже те, кто достиг высшего уровня короля, не могли гарантировать выживание. Единственный способ захватить запечатанные звезды – заключить союз. Даже тем, кто приближался к непобедимому королю, требовалась помощь. 1000 бессмертных королей, объединившись, может убить непобедимого. Некоторые непобедимые короли могли сражаться с обычными мастерами вселенной, но им было бы трудно противостоять объединенной силе 1000 королей с их пылающими божественными телами. Король Небесного Дозора связался с Ло Фэном, чтобы якобы увеличить свои шансы на получение запечатанной звезды. У Ло Фэна были хорошие отношения с королем Небесного Дозора, поэтому он согласился. Если бы какой-нибудь иностранный бессмертный король захотел объединиться, Ло Фэн передумал бы. Однако на этот раз в альянс входили не только Ло Фэн и король Небесного Дозора, но и другие бессмертные короли, общим числом более 1000. Каков был состав этого временного союза? 11 достигли наивысшего уровня короля, 8 достигли пика уровня короля, владея духовными атаками, а остальные находились на высших и низших уровнях короля, практически не имея уровня маркиза. Основной целью союза было избегать нападений друг на друга и оказывать взаимную поддержку. Однако, если кто-то получал запечатанную звезду, то ему предстояло сбежать из Звездной башни. Ло Фэн был не только грозен сам по себе, но и имел рядом короля тяжелых стрел. Однако Ло Фэн по сути был мастером сферы, даже с его главной броней, секретными техниками и помощниками. Он мог противостоять лишь атакам душ маркиза высокого ранга. Если бы на него напал пиковый или абсолютный мастер душ маркиза, Ло Фэн оказался бы в еще большей опасности, требуя содействия и защиты короля тяжелых стрел. Однако опасности этого места намного превосходили воображение Ло Фэна. Так что же случилось? Поскольку запуск башни запечатывания звезд привлек более 100 000 королей, среди них, несомненно, есть несколько чрезвычайно могущественных личностей. В
трейлере не показаны все 9 непобедимых бессмертных королей, но король Сюаньму, которого не было в полном трейлере Звездной башни, может появиться. Короли Сюаньму невероятно могущественны, и обычные люди не осмеливаются провоцировать. Кроме того, рядом с Нанчень появится король скелетных игл, обладающий сильнейшей защитой. Он обладает исключительно мощной защитой. Если Нанчень соберет миллионную армию зергов, она сможет мгновенно победить абсолютного непобедимого короля. Битва за звездную печать здесь жестока, и падение бессмертного короля обычное дело. Ведь у каждой фракции есть множество могущественных личностей. Как только они объединят свои силы, в ядре звездной печати произойдет мощный взрыв, фактически уничтожающий атакующих. Согласно трейлеру, король падения судьбы также нападет на короля семи мечей. Эта битва станет битвой двух непобедимых королей, в которой будут участвовать сотни бессмертных, горящих божественных тел, что создаст поистине захватывающее зрелище. Конечно, любой, кто попадет под перекрестный огонь, может погибнуть. Однако это внешние опасности. Ло Фэну предстоит столкнуться с гораздо более серьезным кризисом. Поскольку главная цель короля небесной формации – убить Ло Фэна и заполучить его крылья, техники и другие сокровища, он воспользуется отношениями Ло Фэна с ним, чтобы ослабить его бдительность и таким образом найти возможность убить его. Другие товарищи по команде также будут убиты королем небесной формации, что сделает его главной потенциальной угрозой для Звездной башни. Ло Фэн пострадает, но в конечном итоге избежит опасности и даже обратит катастрофу в благословение. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, удастся ли Ло Фэну пройти испытание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.